Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сезон консервации продолжается, поэтому сегодня хочу с вами поделиться рецептом вкусных арбузов на зиму. Посмотрите, у меня получилось 9 банок объемом 3 литра. Для начала пустые чистые банки нужно простерилизовать примерно по 5 минут каждую, а крышки нужно прокипятить. Сразу ставим воду кипятиться, чтобы заливать арбузы. У меня кастрюля объемом 5 литров. Для консервации я взяла такие 3 арбуза, общий вес которых примерно 19 килограмм. Их нужно вымыть и нарезать на кусочки, которые легко поместятся в банке. Сначала я разрезаю арбузы на четвертинки, затем нарезаю на кусочки толщиной примерно 2 сантиметра. И чтобы они поместились в банку, делю их еще на 2-3 кусочка. У меня на канале есть еще рецепты вкусных заготовок на зиму. Ссылочку на подборки оставлю в описании под этим видео. Арбузы нарезали, теперь укладываем их в банки. В одну 3-литровую банку у меня помещается примерно 1,5 четвертинки арбуза. Таким образом нарезаем все арбузы и укладываем их в банки. После заполнения 9 банок у меня осталась 1 четвертинка арбуза. Для 3-литровой банки этого мало, поэтому мы просто ее съели. Тем временем вода закипела. Заливаем арбузы крутым кипятком, накрываем крышками и оставляем прогреваться примерно 25 минут, пока банка не станет теплый. 5 литров кипятка мне хватило всего на 4 банки, поэтому я сразу ставлю в другой кастрюле новую воду кипятиться. Спустя указанное время сливаем воду с банок в кастрюлю. Из этой воды нужно приготовить рассол. Для этого включаем огонь и добавляем соль и сахар. Из расчета на 1 литр воды 1 столовую ложку соли со средней горкой и 2 столовые ложки сахара со средней горкой. Так как у меня 5 литров воды, я кладу 5 ложек соли и 10 ложек сахара. Все это доводим до кипения, и после закипания пусть рассол покипит еще примерно 2 минуты. Затем в банку с арбузами добавляем 2 таблетки аспирина, заливаем кипящим рассолом, накрываем крышками и закатываем. Готовые баночки переворачиваем и оставляем до полного остывания. Лучше их накрыть полотенцем, одеялом или чем-то еще. Я закрываю арбузы такими небольшими партиями по 4 банки, так как в одной большой кастрюле рассол для всех банок сразу будет греться дольше, и прогретые арбузы к этому времени уже остынут. Если залить рассолом такие холодные арбузы и закатать, то скорее всего они стоять долго не будут и могут взорваться. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!